Ладожское озеро самое большое в Европе. Его площадь около 18 тысяч квадратных километров, а максимальная глубина 260 метров. В древнерусских летописях оно именовалось озеро Нева, что значит море. В северной части озера находится Валаамский архипелаг. В первую очередь он знаменит расположенным на его берегах Спасо-Преображенским монастырем. Уже не одну сотню лет он является оплотом веры и символом стойкости. Но монастырь не единственная достопримечательность архипелага. В летние месяцы на его удаленных островах можно встретить удивительное животное – ладожскую кольчатую нерпу, занесенную в красные книги Карелии и России. Ладожская нерпа – это самостоятельный подвид кольчатой нерпы, широко распространенный во всех арктических морях. Как видно из названия, этот тюлень обитает только в Ладоге. Более 10 тысяч лет назад его предки проникли из Беломорской впадины в Карельское ледниковое море. Впоследствии этот древний водоем превратился в Ладожское озеро. Животные акклиматизировались в новом водоеме, и за тысячелетия образовался новый подвид. Большая часть популяции нерпы к началу лета скапливается в районе Валаамского архипелага. Но не все острова используются нерпой для выхода на сушу. Раньше отдыхающих на берегу нерп можно было увидеть и на самом Валааме, и на большинстве соседних островов. Сейчас встретить там нерп можно только в конце весны, до того, как многочисленные суда начнут курсировать вдоль Валаамских островов. Животный мир островов необычайно разнообразен. Здесь можно встретить лис, зайцев, куниц, ондатр. Но в первую очередь поражает количество пернатых. Практически все виды птиц, характерные для Карелии, встречаются здесь. Одни птицы останавливаются на островах только во время миграций, а для других это прекрасное место для гнездования. На безлесных, покрытых зарослями можжевельника участках гнездится одна из самых больших уток. Это гага обыкновенная.
Ее теплый пух люди начали собирать сотни лет назад. Благодаря пестрой окраске утку на кладке практически невозможно заметить. Она редко покидает гнездо и подпускает очень близко, уверенная в своей невидимости. Эта утка типично морской вид, и ладога – редкий случай гнездования этих птиц на пресноводном водоеме. На Валаамских островах многочисленны колонии различных крачек и чаек. Для своих гнезд они выбирают небольшие каменистые островки, которые на Ладоге называют лудами. Птицы часто посещают залежки нерпы. Отдыхающие животные почти не обращают внимания на гостей. Лишь когда птица совсем близко подплывает к зверю, она может побеспокоить его. А вот нерпы очень редко образуют залежки рядом с колониями птиц. При низком уровне воды в озере нерпа предпочитает залегать на лудах и подводных камнях, удаленных на десятки, а то и сотни метров от берега. Но во время высокой воды животные активно используют участки береговой линии островов. Формирование залежек происходит медленно. Отшлифованные волнами камни выглядят совершенно безобидно. Но нерпа не спешит выходить на берег. Природная осторожность заставляет животных проводить тщательную разведку. «Доверяй, но проверяй» – вот их девиз. Лишь когда в районе будущей залежки скапливается достаточно животных, нерпы начинают выходить на камни. Первый зверь обычно задерживается на берегу лишь 1-2 секунды. Эти пробные выходы будут продолжаться до тех пор, пока животные не убедятся в полной безопасности.
После того, как самый смелый тюлень расположится на камнях, формирование залежки идет быстрее. Чужой пример заставляет спешить. Количество мест в первом ряду ограничено. Только что вышедшие на камни нерпы ведут себя очень неспокойно. При любой, порой мнимой опасности они готовы броситься в воду. Но скоро на залежке устанавливается тишина и покой. На первый взгляд, поведение нерпа на залежке довольно однообразно. Большую часть времени эти симпатичные создания безмятежно спят. Но выражать удовольствие от отдыха способны не только люди. Подтягивание, зевание, вытягивание ласт – характерные элементы комфортного поведения нерпа на залежке. Но все же инстинкт дикого зверя не дает нерпе предаться отдыху полностью. Интересны отношения нерпа со своими сородичами. Проявление симпатии к соседу по залежке у ладожских тюленей отсутствует. А вот репертуар агрессивных действий довольно богат. Часто причиной конфликтов служит недостаток подходящих для отдыха камней. Это молодой самец. Он готов развернуть боевые действия за место под солнцем.
Такие схватки выглядят весьма агрессивно, но носят скорее психологический характер. Нерпы никогда не наносят друг другу ран и увечий. Но есть силы, способные поколебать даже самого стойкого противника. Ладожское озеро славится своими штормами. Еще древние мореходы отмечали свирепость и непредсказуемость ладожских ветров. Высота волн в северной части озера может достигать 4 метров, а в южной – 5, а то и 8. Острова Валаамского архипелага в полной мере испытывают силу стихии. Капризы ладожской погоды не могут доставить больших проблем Нерпе, но все же нарушают ее покой. Животные вынуждены перебираться на подветренные берега островов или пережидать шторм в открытой воде. А вот для других обитателей островов шторм становится настоящим испытанием. Он доставляет немало хлопот юным чайкам и их родителям. Летняя непогода длится недолго. Уже к вечеру на острова возвращается мир и покой. Утренний густой туман придает островам загадочный вид. Туман в полной мере соответствует размеренной жизни животных. Но не все любят покой и уют. Это разыгрался Плескун. Он демонстрирует еще одну форму агрессивного поведения. От Плескуна нет спасения. Он не отступится, пока жертва нападения не сойдет в воду.
или пока ему не наскучит и он не отправится искать следующую мишень. Постепенно летнее солнце разгоняет туман. Микроклимат архипелага уникален. Летом на Валааме солнечных дней на 30-35 больше, чем на материке. Это время белых ночей, самое короткое из которых длится чуть больше 3 часов. На северном небе прорисовываются темные контуры сосен, завораживая своей таинственностью. А зеркальная гладь заливов как будто отливает золотом. Первозданная красота островов не остается без внимания людей. Желание человека покинуть пыльные и тесные города оправдано. Побывать на природе, насладиться ее неповторимой красотой, подышать свежим воздухом чудесного озера, что может быть лучше? Но многие забывают, что они здесь не единственные посетители. Любое вторжение в жизнь природы неизбежно приводит к нарушению естественных процессов, формировавшихся тысячелетиями. Еще каких-то 100 лет назад численность популяции ладожской нерпы составляла 20 тысяч животных. По оценкам ученых, сейчас численность нерпы в озере составляет от 2 до 5 тысяч особей. А что будет завтра? Уникальный природный комплекс Ладожского озера нуждается в нашей заботе. Люди должны помнить об этом и не нарушать тонкую грань, отделяющую любознательного и осторожного наблюдателя от грубого и безответственного нарушителя. Отношение к природе только как к ресурсу, источнику пищи, тепла и месту паломничества недопустимо. И Великое озеро Нева, и Валаамский архипелаг, и Нерпа на его островах – все это звенья одной цепи. Это звенья нашего мира, все еще прекрасного и неповторимого.